Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале Айрония. Приветствую я сегодня и мальчиков, и девочек, потому что сегодня у нас постоянная рубрика про сухое голодание. Я отвечу на некоторые вопросы и дам, на мой взгляд, очень важную информацию для желающих начать практиковать или для тех, кто уже начал практиковать, но в начале пути. Птички будут кричать, я ничего не могу сделать, так что я думаю, что меня слышно и так хорошо, они меня не перекричат. Я сделала кучу пометок. Может быть, некоторым покажется, некоторые вещи в этом видео не совсем по теме, но я как раз умею, приводя примеры, не спрыгивать с темы. Это все касается, в данном видео, все касается сухого голодания. Поэтому прошу видео не перематывать, а смотреть все до самого конца. Начнем. Голодание через силу воли, как многие часто мне говорят, что у меня большая, хорошая сила воли, я могу голодать, а я вот без силы воли нет. Это неправда. Это совершенно вообще не тот путь. Я говорю как практик, я все проверяю на себе, то, что меня интересует, только потом я выдаю вам информацию. И этот текст, вот, который здесь, это пишу я, чтобы ничего не забыть, ну, блогеры меня-то поймут, и сжать, чтобы сжать рассказ, иначе я могу часами говорить, вспоминая одно, другое, и, в общем, слишком обширная информация будет. Потому что, оказывается, есть сомневающиеся, они думают, что я где-то эту информацию чужую, значит, собираю, и вам просто перечитываю, выдавая за свое. Сама нифига не в курсе вообще, значит, как это голодать. Потому что голодающие, как мне уже несколько человек сказали, выглядят замученными. И кто голодает, им, конечно, будет смешно, но я знаю, что некоторые вот успешно уже начали голодать после именно моих видео, что мне очень приятно. Кто-то возобновил, кто-то начал, и поэтому я с удовольствием читаю ваши отзывы и благодарю вас за ваши ваш фидбэк. Если ты попрактиковал что-то один раз и чувствуешь заметное улучшение состояния здоровья, надо быть очень глупым, чтобы не продолжить это и какое-то время не проследить, как будет реагировать твой организм, и не посмотреть на дальнейший результат. Конечно, можно почувствовать улучшение здоровья и от спорта, да? Но тебе иногда будет лень это делать, потому что у тебя болят мышцы. Я не говорю, что про всех, ну, основная масса людей, да? Тебе нужно выделить время на этот спорт, поднять свою задницу для конкретных упражнений. Ты начинаешь себя жалеть. В случае, если у тебя вот нет намерения, ты толком не понимаешь, нафига тебе все это вообще надо, мучение. Для тебя это мучение. Не происходит такого только в том случае, когда ты подсаживаешься на то, что тебе хочется испытывать это состояние тела вновь. Если ты прочувствовал в воображении, можно так визуализировать вот свое тело, какой ты сильный, играешь мышцами, у тебя подтянутый твердый живот, это вот, например, мужчина, или какая-то красивая, стройная, как на тебе будет сидеть та или иная одежда, ты захочешь это прочувствовать в реальности. И тут все. Если это происходит, преград нет никаких, никто тебя и ничто тебя не остановит, ты начинаешь действовать. Не будешь, понимаете, в этот момент вы просто действуете и получаете свою мечту, то, что вы хотите в реальности, и не будете писать, что вот была бы у меня сила воли, вот я бы это сделала, там, или еще что-то такое. Нет, оно вам просто не надо. Вот и все. Пример приведу. Слушайте внимательно. Если тебе бы нравился шоколад, какой-то определенный, ты даже тайком будешь есть этот шоколад потихонечку. Потому что тебе хочется именно вот ощутить этот вкус на языке immer wieder und immer wieder, как говорят немцы. Снова и снова. Или, например, девочки, вспоминайте, вы хотите носить шпильку.
любите ощущение вот этой приподнятой пятки, то вы будете стараться купить вот даже домашнюю обувь на каблуке. Я знаю таких женщин, которые дома ходят на каблуках. И мне вот тоже нравилось, когда я была подростком, нравилось это положение стоп, вот высота тела. И я приходила домой, надевала мамины сапоги на шпильки, и даже вот в жару я в них ходила просто по дому, потому что я испытывала приятные ощущения, мне это нравилось. Многим наверняка это знакомо, что-то подобное, девочкам так уж точно. Или, например, вот как в браке. Выбирать надо того, кто нравится, а не красивое тело, богатство. Надо слушать сигналы своего тела и вот с собой быть честным. И плевать на мнение окружающих. Точно так же с голоданием. Вам должен нравиться сразу процесс и сразу результат. С самого начала вам может быть тяжеловато, но вы сразу поймете, будете вы продолжать это дело или, наоборот, что вы поймете, что это вообще не ваш вариант и не стоит этого делать. Когда ты голодаешь, ты находишься определенное время в состоянии, когда ты считываешь желание своего тела, и при этом ты осознаешь себя в пространстве. И ты чувствуешь это пространство. Для того, чтобы понять, о чем я говорю, конечно, надо в этом состоянии побывать. Когда мы много едим тяжелую пищу, жареную, вареную, я сейчас вам вообще не о сыроедении, там, это вообще не моя тема. Вот просто вы можете себя протестировать, поесть и вот почувствовать, попытаться прочувствовать это. Когда вы тяжелую пищу едите, то мы сразу, набивая свой живот, перестаем чувствовать очень многие вещи. Мы как бы раз, и все, и у нас как-то затмение происходит. Мы загрузили все, работает наш организм, его надо переварить, распределить все, что мы в него запихали. Особенно это актуально на праздниках. Вот сейчас будут праздники, католическое Рождество, что у них там, мясной салат, сосиски, алкоголь, гусь какой-нибудь. Потом Новый год, оливье, селедка под шубой, опять алкоголь, буженина какая-нибудь там, что-то жирное такое. И все, вы обездвижены и обесчувственны. Вот это выдуманное слово, его нет, но оно вот 100% подходящее вот, в этот контекст. А хорошо считывать реакцию своего тела. Я все время об этом говорю, и она, вот ваша реакция именно тела, вас никогда не обманет. Кто-то называет это реакцией души, проявлением. Но это все равно проявляется она через тело, в любом случае. Вот пример, кому-то неприятно становится, если он далеко отплывает от берега. Нечего там плавать, раз вам неприятно. Мы вот не можем уверены быть в ком-то, в каком-то человеке, в его реакции, не можем до конца его понять, но в себе мы можем быть уверены и можем себя хорошо чувствовать, если будем действительно прислушиваться к реакции своего тела. Души, подсознания – это все синонимы. В день выхода появляется к вечеру такая энергия, что можно хоть всю ночь не спать. Сначала я не понимала, я думала, что у меня от голодания началась бессонница. Потом до меня дошло, что это никакая не бессонница, это шквал освободившейся энергии. Потому что, когда у тебя бессонница, ну вот у кого есть бессонница, тот знает, ты как бы с удовольствием бы поспал, но не можешь. А когда у тебя вот эта энергия, ты вообще спать не хочешь, у тебя абсолютно ясный ум, ты не утомлен, тебе вот хоть иди вагоны разгружай, вот настолько много этой энергии. И вот у меня начинаются какие-то творческие процессы идти, очень много идей, и я их либо записываю, либо наговариваю на диктофон, если я уже в постели. Ну, в общем, энергию некуда девать. Вот так вот происходит, когда ваш живот освобожден от лишней работы. Насчет правильной еды я еще далеко совсем не разобралась. Что правильно, а что нет для меня, я про себя говорю. Смотрите, получается, вам все можно, вы постоянно в любом случае не едите, да, вредную пищу, ну, я надеюсь. Ну, основная масса людей не ест вредную пищу постоянно. Я считаю, никаких ограничений в вашей голове быть не должно. И если вдруг кому-то захочется, вот знаете, бывает такой, по-немецки называется «Heißhunger».
Я даже не знаю, как по-русски. Знаете, вот вам вот прям чего-то не хватает, вот приспичивает, вот какой-то продукт вы хотите съесть, вот без разницы, зимой клубнику или там кусок сала огромный, ну, вам кажется, что вы съедите ведро клубники, огромный кусок сала или там гору мороженого, без разницы. Идите и купите вот то, что вам нравится, и поешьте. Купите немного, потому что не факт, что вы начнете вообще дальше есть. Даже 99% из 100 будет так, что вы съедите один-два кусочка или один-два там кружочка мороженого, и на этом все, на этом ваше желание будет полностью удовлетворено. Это проверено мной. После голодания, даже если вы хотите конкретно какой-то продукт, вам хватает абсолютно маленького количества, чтобы закрыть тему, так сказать. Еще совет, важный совет для всех, кто собирается голодать, я сейчас скажу. Я советую сделать таблицу в Excel и туда записывать, когда вы входите в голодание, дату прям, с каким весом, естественно, после очищения пишите, с каким весом, взвешиваетесь и пишите, вы зашли, как вы очищались в следующем столбике, клизма, шанг-пракшалана, что там вы делали, слабительное, без разницы. Первое время советую вот прям записную книжку или там же где-нибудь в Excel писать, описывать ваши ощущения, ваше самочувствие, как прошел день голодания, то есть все-все-все вот это вот. Дата выхода, потом пишите дату выхода, сколько весите на выходе. Потому что я по себе знаю, что это все очень-очень быстро забывается. Я вот делаю видео, это как моя картотека, то есть я тоже забываю, я могу пересмотреть и понять, что там было. Но я еще и записываю, у меня есть и таблица, и записи от руки. То есть это для вас будет очень полезная информация, в случае чего вы покажете, можете показать врачу, если надо будет. Вообще это нужная информация. Так что вот я советую обязательно заведите или таблицу, или дневник, или записную книжку, кому как удобно, но это вот сделать. Я обобщила вопросы, на некоторые из них я уже выше ответила. И сейчас вот продолжим вопрос. Голодаете ли вы в путешествиях, длительных поездках или приходится сдвигать график? Когда как? Иногда можно спокойно поголодать, если вы сама в поездке и вам ничего не надо делать. А если у вас куча работы, например, встречи, и, ясное дело, вы пойдете куда-то в ресторан или в какое-то такое заведение, где можно что-то выпить или поесть, то там непрактично и неудобно будет, и неуместно голодать, поэтому как бы отменяется в этот момент голодание. И я не сдвигаю график, я спокойно пропускаю неделю-другую, а потом я вхожу в эти же дни снова просто в голодание. Вопрос второй. Реагирует ли ваш организм, самочувствие на магнитные бури, изменения погоды, какие-либо затмения, полнолуния и тому подобное? Если да, помогает ли сухое голодание облегчить это состояние? Я реагирую иногда на полнолуние. Я слишком активная и с голоданием, и без голодания, поэтому я не знаю, помогает сухое голодание или нет. Но хочу сказать, что голодание обостряет вот именно чувствительность, именно в положительном смысле этого слова. То есть вы чувствуете себя комфортно при любых обстоятельствах, всегда и везде. Поэтому это влияет в любом случае положительно. Следующий вопрос. Как же с запором? Любое голодание сопровождается им. Если не так, поправьте меня, плиз. Нет, оно не сопровождается запором, потому что мы чистимся перед голоданием, и там, собственно, в животе ничего нет такого лишнего. И когда ты начинаешь день на выходе вода с лимонным соком, вас, наоборот, может пронести. И если вы уже давно практикуете и уже не наедаетесь так, как раньше, я проверяла, то можно даже специально и не чиститься. Посидите день накануне входа, например, там на салатиках попейте побольше сока и воды, и вам не надо будет, у вас организм очистится естественным путем. Мясо не ешьте и тяжелую пищу перед входом. Хотя бы за день до входа не ешьте. Но те, кто еще вообще никогда не голодал, я советую все-таки несколько месяцев с чисткой практиковаться. Следующий вопрос. Я стараюсь быстрее идти, чтобы не... Вот я смотрю, 17 минут уже. Следующий вопрос.
Очень странный, кстати. У меня удален желчный. По совету автора надеялась, что все будет хорошо. Потому что она это я, это рекомендует. Остановимся на этом. Там длинный вопрос такой. Я, во-первых, ничего не рекомендую. Я констатирую факты своего состояния и рассказываю, как у меня это происходит. У меня тоже нет желчного пузыря уже давным-давно. Я, естественно, задала автору встречные вопросы, но, к сожалению, недавно, буквально вот вчера я готовилась к видео, я обнаружила, что мой текст, вот эти ответы куда-то делись. У меня проблемы были с Ютубом. И то пропадали, то появлялись там какое-то время вот эти комментарии. В общем, из-за этих проблем получилось, что она, очевидно, их не прочитала. Но я думаю, автор увидит видео и услышит ответы на ее вопросы. Продолжаем. И у нее удален, это у меня, удален также желчный. Я провела в понедельник 40 часов сухого голодания. Почему сразу 40, мне вообще непонятно. Ну, 40 сухого не получилось, потому что в 4:30 проснулась от мучительной ноющей боли в районе правого подреберья. Сходила в туалет, боль спать не давала. Пришлось пойти на кухню, выпить горячей воды пол-литра. Выпила 2 таблетки алахола, боль не уходила. Положила горячую грелку на печень. Так с этой болью и заснула. После 8:30 боль стихла, но возвращалась периодически почти до вечера. В 10 утра пошла желчь с поносом. К еде приступила где-то в 11 утра. Прочитав все это, я вообще не понимаю действия этой женщины. Она все сделала по-своему, какие-то грелки, горячая вода, лекарства, которые я вообще не знаю, еда в 11, почему еда. В общем, мне непонятно абсолютно ничего. Все неправильно сделано. Про очищение вообще ни слова, делала она его, не делала, почему 40 часов. В общем, я ничего не поняла, как все происходило. Читаем дальше. Пища плохо усваивалась. Произошел полный сбой пищеварения. Сегодня четверг. Пищеварение восстановилось не полностью. Наверное, это неправильно, что вы здесь советы людям опасные для здоровья даете. У вас нет медицинского образования, вы можете приносить людям вред. У меня нет медицинского образования, я везде об этом говорю и рассказываю только о своем опыте. У вас может быть совершенно другой организм. Поэтому везде пишу, идите к врачу, консультируйтесь с врачом. Дальше читаем. Я так понимаю, что от желчи, которая скапливается в протоках печени и не имеет возможности оттока, при сухом голодании обязательно образуются камни в протоках печени, где она сжиженная и концентрированная. Больше так экспериментировать не хочется. А вы обязательно потом сообщите нам, если у вас через какое-то время будет операция по удалению камней в протоках печени, чтобы люди знали, к чему идут. Я обязательно все рассказываю, потому что это важно. К врачу, я так понимаю, она предварительно не обращалась. Вот так вот никто не делайте. Сначала консультация с врачом. Они лучше знают вашу историю ваших болезней. Потом голодание. Мне в свое время помогли видео о голодании. Я начала голодать именно после просмотра роликов людей, практикующих голодание. Я собирала информацию об этом. Сразу не начинала голодать. Сначала мой муж купил курс, и первый раз он голодал сам, без меня, без моего участия, с онлайн-поддержкой кураторов школы Саши Редькина. Многие знают его. Вот кураторы его вели. Мужу 57 лет, у него диабет, и все были удивлены, что он там не ноет, не спрыгивает с этого и выполняет четко предписание. Все прошло гладко и прекрасно. Я сначала отказалась вообще от голодания, потому что я пробовала на воде несколько раз голодать. Это вообще мне никак, это невозможно выдержать мне. И потом вот после его вот этого первого раза, второй раз мы уже голодали вместе. Почему? Потому что я чувствовала, что мне надо здоровье немножко подтянуть. И я поняла сразу, что это вот мой вариант.
Так что, знаете, не надо заниматься вот самодеятельностью, идите консультируйтесь сначала с врачами. У них точно есть медицинское образование, пусть они вам скажут, что вам можно, а что нельзя. У меня вот желчного, как я уже говорила, полжизни нету, я спокойно голодаю, у меня нет никаких диет, нет никаких противопоказаний, я ем абсолютно все, у меня нет никаких болей и никаких неудобств. Некоторые люди пишут, что у них есть боли, тогда тем более вам надо в любом случае с врачом разговаривать. В общем, вы знаете, вот эта ситуация, вот, когда мне пишут такие комментарии, это бывает очень редко. В основном хорошие все комментарии. Но вот такие вот бывают время от времени. Это мне напоминает вот ситуацию, когда, знаете, есть такие маразматические инструкции, уже доходящие до абсурда, где вот пишут, что, например, вот в этой сушилке живых собачек сушить нельзя. Понимаете, ну это уже клиника вообще. Мы все взрослые люди, я вот начинаю выходить из себя, когда просто возмущаться громко. Надо отдавать себе отчет в своих действиях, в конце концов. Мы здесь не дети, не умалишенные какие-то субъекты, и пора уже соображать, на какой риск вы идете самостоятельно, по собственному желанию, а не надо пытаться перекинуть ответственность на других. Читайте внимательно, что вам пишут, слушайте, а потом уже собирайте свою информацию, консультируйтесь с врачом, и тогда уже под наблюдением, возможно, врача. Может быть, вам вообще в клинике надо это делать. Знаете, есть такие ретриты или клиники, где за вами будут следить, как у вас это все происходит. Следующий вопрос, даже не вопрос, а комментарий, на который у меня есть ответ. Вы скидываете за первое время не жир, а всего лишь уходит вода из организма. Жир начинает уходить после слива воды. У всех так в первые дни. Зависит, сколько воды у человека накопилось в организме. Отсюда и такие цифры после слива воды. Уходят отеки, жир в таких количествах невозможно сжечь за такое короткое время. Можете изучить данную тему. Вот такой вот комментарий мне пришел. Отвечаю на этот комментарий. Рассказываю, опять-таки, опираясь на свой опыт, что я, не будучи склонной к отекам, с неогромным весом я была, когда я начала голодать, и в первый день голодания, как я уже говорила в видео в первом, я скинула ровно 4 килограмма. И, как я уже говорила, они не вернулись ко мне. Вернулась за неделю где-то, может быть, 1,5 килограмма, но не 4. И вообще, вот я когда даже не голодаю, вот просто вот, например, в поездке в какой-то, не ем какое-то время, я могу спокойно скинуть за один день где-то 2-3 килограмма. У меня нормальный, хороший обмен веществ. А если вот не пить и не есть, так вообще шикарно получается. 2 дня даже получается. День сухого голодания, день выхода, тоже там не особо ешь. Так что это даже 4 килограмма так себе у меня. Пью я мало, воды во мне мало. И если бы это уходила вода, то когда бы я на выходе начинала пить эту воду, у меня тут же восстановились бы все мои килограммы. А этого не происходит. Не происходит. Уходит вода, конечно же, но и жир тоже. И часть жировых клеток точно не восстанавливается. И иначе я бы уже в двери не пролезла. Что вам еще сказать напоследок? Значит, подведем так быстренько, пройдемся галопом. Судороги у меня не прошли, судороги у меня есть на стопах. Ну, может быть, это от операции, не знаю. Судороги есть. Слезотечение, как это правильно сказать? Слезоточивость, да? Слезоточивость глаз прекратилась полностью. Головных болей и мигрений не было ни разу. Это для меня самый важный факт. Шум в ушах иногда вообще не слышу. У меня как бы острый слух, но я иногда слышу еще дополнительно какой-то вот противный такой шум. Но я его периодически не замечаю. Гибкость тела прекрасная. У меня жалоб нет. Для моих как бы почти 55 нормально, абсолютно мне нравится. Ну, я чувствую себя довольно гибкой. Вес прибавляется не сильно, даже если я буду там месяц праздновать на всю катушку,
и делаю, допустим, паузы в голодании, вес не прибавляется сильно. Это, возвращаясь к вопросу, что жир не успевает раствориться там. Все он успевает. Я потом сделаю, я вот сейчас тестирую кое-какую вот паузу именно в голодании, и кое-какие вещи записываю, потом вам расскажу отдельно именно вот про снижение веса, про жир, отдельным видео. А то у меня это длинное уже, для меня это длинное видео получилось. Ну все, если у вас какие-то вопросы или пожелания, там, я не знаю, комментарии, пишите все это под видео. Значит, всех я вас обнимаю и целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.